Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Это очередное видео про развитие нашего канала и о том, каких результатов удалось добиться на канале в апреле. Я расскажу и покажу, сколько за этот период мы набрали просмотров, новых подписчиков и, конечно же, сколько YouTube заплатил нам за просмотры. Но в конце, как я обещала в прошлом видео из этой рубрики, мы посмотрим, кто был ближе всех к реальной цифре в комментариях. И те, кого я отмечу, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы отправим открытку по почте в любую точку мира. Итак, поехали! Это наш третий отчет о развитии канала. С двумя другими вы сможете ознакомиться по ссылкам в описании под видео, а также в отдельном плейлисте, который называется «Наш заработок на YouTube». Несмотря на то, что наш канал пока еще очень маленький, а тематика довольно узконаправленная, мы все равно растем быстро. И самое главное, практически все показатели увеличиваются каждый месяц. В апреле наш канал перешагнул отметку в 5000, и я даже записывала видео на эту тему, в котором рассказывала о планах по развитию канала и благодарила вас всех за поддержку. Если вы еще не смотрели это видео, ссылку также найдете в описании. Весь апрель канал развивался в обычном темпе, без каких-либо значительных скачков. Сразу после загрузки нового видео число новых зрителей и количество просмотров увеличивается, а уже на следующий день статистика начинает постепенно падать и просмотров набирается немного. Ничего плохого и удивительного в этом нет. Канал наш, как я говорила, пока что маленький, а большинство наших видео новостные, а новости теряют свою актуальность довольно быстро. Мы к этому были готовы, но параллельно с новостями стараемся делать и другие видео, которые не утратят свою актуальность даже спустя несколько лет. Так, например, видеоинструкции по заполнению анкет и другие видео на тему получения виз в США, загруженные больше, чем полгода назад, с каждым месяцем набирают все больше и больше просмотров, а значит все выше и выше поднимаются в топ запросов. И я надеюсь, в будущем будут набирать еще больше просмотров, чем сейчас. Уже 5 наших видео перешагнули отметку в 10 тысяч просмотров, а многие из загруженных в апреле видео постоянно били рекорд по количеству просмотров за первый час и за первые сутки. И это очень круто. Наиболее просматриваемыми видео среди загруженных в апреле стали видео на тему визового бюллетеня и про надвигающиеся результаты лотереи DV 2022. За весь месяц мы загрузили целых 14 видео, и это было непросто. Но ваши лайки, комментарии очень нас мотивируют, и мы стараемся выпускать видео как можно чаще, не теряя при этом качество подачи материала. Я уже неоднократно говорила о том, что развиваться нашему каналу помогает только ваша поддержка в виде комментариев, лайков и отправки наших видео своим друзьям. Поэтому не ленитесь, и после просмотра каждого видео не забывайте ставить лайки и писать комментарии, причем не обязательно по теме. Пишите любые комментарии, все они увеличивают активность. Знаю, вы, наверное, уже устали и хотите знать статистику канала. Не буду вас больше томить. За апрель наши видео посмотрели 86 тысяч раз, и это аж на 22 тысячи просмотров больше, чем в марте. Количество часов просмотра тоже выросло и составило 4000. Новые подписчики весь месяц добавлялись довольно равномерно, и этот показатель увеличивался только в дни загрузки видео. В какой-то момент нам даже начало казаться, что до отметки плюс 1000 подписчиков за месяц мы так и не дойдем. Но в самом конце месяца, а именно в период с 27 по 30 апреля, мы загрузили 4 видео, и за эти дни добавлялось намного больше новых зрителей, чем обычно. Серьезно, за весь месяц наш канал вырос на 1611 человек, 655 из которых добавились за последних 4 дня. Понимаю, что такой темп развития сейчас сохранить на постоянной основе не получится, но все равно очень приятно. И надеюсь, в мае мы как минимум сможем повторить этот результат, а может даже улучшить. А теперь про доход. За эти 86 тысяч просмотров YouTube заплатил нам $82 и 61 цент. Практически по доллару за каждую 1000. Довольно неплохо, с учетом того, что не все просмотры монетизированы. Когда блогеры рассказывают о том, что YouTube платит им по 2, 3 или даже $5 за 1000 просмотров, они немного манипулируют данными и не всегда говорят о том, что речь идет именно о монетизированных просмотрах. Я понимаю, зачем они так делают, ведь интерес к каналу вырастает, когда люди будут думать, что блогер получает, например, не $100, а целых 500, или не 1000, а 3000 долларов. Мы же стараемся быть максимально честными и открытыми и показываем все как есть. Если говорить только о таких просмотрах, то за 1000 монетизированных просмотров YouTube в среднем заплатил нам по $3 и 19 центов. Опять же, для русскоязычного сегмента это просто отлично.
Как и в прошлом месяце, больше всего YouTube платит нам за зрителей из США. На втором месте Россия, а третье место на этот раз занял Казахстан. Неожиданно для нас в этот список попала и Турция, но общая доля просмотров на зрителей из Турции не превышает несколько процентов, а потому пока что в серьезный расчет мы эту цифру не берем. Но расширение географии нашего канала говорит о том, что субтитры работают, и значит мы тратим на них так много времени не зря. О том, как включить субтитры и перевести их на удобный для вас язык, мы рассказывали в других видео. Подсказка сейчас появится вот здесь и в описании. Кстати, в нескольких из наших апрельских видео из-за затянувшейся ютубовской проверки монетизация включилась не сразу. Откладывать выпуск еще на несколько часов мы больше не могли и, скорее всего, потеряли как минимум 5-7 долларов. Немного, но все равно обидно, да и статистика теперь не такая красивая, как могла быть. Платформа ввела дополнительные проверки на пригодность роликов для монетизации, и теперь контент необходимо загружать как минимум за час до публикации. Но вот уже несколько раз проверка длилась более 3 часов, и техподдержка ответила, что это в пределах нормы. В этом месяце мы постараемся подстроиться под новые правила и будем загружать видео заранее, чтобы избежать таких ситуаций. Под прошлым видео на тему заработка на канале я предлагала поугадывать, сколько мы заработаем за апрель. И вот 5 человек, которые были ближе всего к заработанной сумме. Пожалуйста, напишите почтовый адрес нам в Instagram, и мы обязательно отправим вам открытки. В этом выпуске я предлагаю продолжить традицию, но на этот раз мы отправим не открытки, а красивые магнитики из Батуми 3 людям, которые будут ближе всех к реальной цифре нашего заработка за май. Пишите в комментариях под этим видео сумму в долларах, которую, на ваш взгляд, нам удастся заработать на просмотрах за май, и в следующем видео мы выясним, кто был ближе всех. В мае мы планируем выпустить больше видео, чем обычно, ведь уже начиная с 8 мая можно проверять результаты новой лотереи Green Card. А это значит, что теперь на нашем канале будут выходить видео с новостями и полезной информацией и для DV 2022. Кроме того, мы собираемся запустить телеграм-канал и наконец-то начать вести инстаграм, но пока никак не можем найти в себе силы и выделить на это время. В ближайшие месяцы обещаем исправиться и сделать это. А вы пока пишите в комментариях, какую информацию хотели бы увидеть на нашей странице в инстаграме и в телеграм-канале. Стоит нам рассказывать про нашу жизнь и о том, чем занимаемся, или лучше ограничиться только темой лотереи Green Card, виз и иммиграции в США? Следующее видео на эту тему выйдет, как обычно, через месяц, а я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект, подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.